Добрый вечер. Мне, прежде, к сожалению, никогда не приходилось общаться с этим человеком. Но от многих слышал и слышу. Замечательный ученый, организатор, педагог, человек высочайшей интеллигентности и внутренней культуры. Сегодня у нас с вами в гостях ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Владимир Иванович Большаков. Владимир Иванович Большаков, ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, академик Академии строительства Украины. Владимир Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад вас видеть здесь у нас, возле камина. Вы знаете, у меня к вам очень многое хочется спросить, но пусть вас не удивит мой первый вопрос. Вы знаете, вот как-то периодически в памяти возникают картинки с детства. Вот двор, в котором вырос, мальчишки, которые после школы гоняют то ли в футбол, то ли в хоккей, разбивая по пути оконные стекла соседей. А в это время одноклассник так настойчиво учит школьный курс под присмотром родителей. Этот одноклассник стал достаточно известным и ядерщиком, и в России он хорошо известен. А вот из тех мальчишек, которые гоняли мяч, выросли, как впоследствии оказалось, и генерал, и офицер-подводник, и артист театра и кино. Вот в каких полях вы начинали свою жизнь, свое детство? Где вы были вот в этом контексте? Ну, у нас вообще есть такое правило, которое мы, вот, вузовские работники, знаем, что вообще незаурядные люди обычно вырастают из троечников. И мы наблюдали целую плеяду наших выпускников, которые занимались не очень хорошо в высшем учебном заведении, но зато потом они очень быстро продвигались и становились, скажем, министрами, союзными министрами строительными. И мы задумались, почему же это так происходит? А все очень просто. Человек, который учится старательно под, так сказать, под присмотром учителей, он выполняет какие-то правила, и он потихоньку одевает шоры и видит именно вот в этом направлении. Да, он хорошо знает математику, он лучше знает физику, там, химию, но он не может взглянуть со стороны на все эти вещи, которые перед ним ставит жизнь. И поэтому он не так успешен, этот человек. Он в чем-то не свободен. Он не свободен, да, его вот прижимает вот эти знания его. Что касается меня, то я никогда не был в школе отличником. Родился Владимир Иванович в городе Днепропетровске 13 мая 1946 года. 1964 и 1969 годы окончил с отличием Днепропетровский металлургический институт. 1969-1972 годы. Учился в Московском инженерно-строительном институте имени Куйбышева. 1978 год. Владимир Иванович награжден почетной грамотой Министерства высшего среднего образования СССР. 1980-81 годы. Прошел стажировку в Объединенном департаменте металлургии Института науки и технологий Манчестерского университета имени королевы Виктории. В 1986 году Владимиру Большакову присвоена ученая степень доктора технических наук. В 1987 году присвоено звание профессора. Избран ректором Днепропетровского инженерно-строительного института. Образование основное я получил дома на собственном диване. Но книги мне тщательно подбирал Анатолий Федорович Стародубов. Он был писателем, он был краеведом, он был человеком, который знал 6 языков. Это человек образованный, умный. Он, правда, не кончал гимназию, он кончал уже нашу школу. Но по его дневникам вы заметили, что этот человек всегда стремился к знаниям. И вот это было примером для нас, и мы равнялись на него. Нам было стыдно, если мы что-то не знали. Известно ваше увлечение филателией, не только филателией. Вот скажите, что здесь для вас прежде всего? Это какая-то грань познания? Это, ну, скажем так, желание, возможно, желание вот в том мальчишеское, юношеское, дабы у меня была коллекция, ну, поинтереснее, чем у кого-либо, да? Что здесь?
Вы знаете, вот все-таки я брал пример со своего дяди. Он у меня был коллекционером по духу своему. У него была лучшая библиотека старых книг об Екатеринославе. У него была лучшая коллекция открыток Екатеринослава. У него было 700 из 1142 открыток известных, напечатанных до революции о нашем городе. У него были марки, у него были монеты. Причем вот удивительно, как это было. Это не была коллекция, которая разложена, как-то там ей занималась. Нет, это был, например, сундук, полный монет. Монет из разных стран мира. Я спрашивал у дяди, откуда у тебя эти монеты? Ты знаешь, отец много ездил. И каждый раз он привозил в кармане горстку монет. Он приезжал, и эти монеты клали в этот сундук. Вот этот сундук уже там и войну пережил, и, значит, гражданскую войну пережил, потом эту войну пережил. И таким образом создавалось, это нельзя назвать коллекцией, но это были какие-то такие, ну, вот, коллекционные запасы. Вот. Ну и, естественно, я был любимым племянником, и поэтому детей у них своих не было. И поэтому, конечно, периодически мне вдруг, когда я приходил из школы, особенно чего-то расстроенный, например, вот мне говорили, вот мы тебе приготовили такой подарок, и давали конверт со старыми дореволюционными марками. Перепадало. Перепадало, да. Или ну, просто горсть монет, и говорили, что вот, а теперь собирай дальше сам монеты. Значит. Вот. И поэтому так постепенно я начал собирать. Хотя коллекционером каким-то таким, знаете, вот настоящим, классическим, который собирает хронологию, все подряд марки, разновидности, ошибки, там, по цвету, по зубцовке, я не был. Но тем не менее, с 1964 года профессор Воловик, отец моего товарища и соседа по Севастопольской, Коли Воловика, повел нас в дом ученых и сказал, вот тут находится общество филателистов Днепропетровское. Мы там увидели многих знакомых профессоров, которые, оказывается, ходили туда, они собирали марки, там они обменивались, покупали, продавали эти марки. И там нам Дубровский, это работник Гипромеза, Юрий Аронович, как сейчас помню его имя, отчество, нам сказал, ну что, если у вас есть желание собирать марки, я вам продам по первому кляссеру с марками уже. И мы ему заплатили там по 30 рублей, и он нам дал такой по альбому марок, не очень ценных, не очень там каких-то интересных, но они были из разных стран. И вот тут мы поняли, а как же без знания языка можно, так сказать, изучать эти марки, какая страна, какой там король или там монарх изображен. Сначала это были просто словари, французский, английский, немецкий. Смотрели, переводили. И так постепенно мы втягивались изучать не один язык, а несколько языков. Причем оказалось, что когда ты учишь несколько языков, это намного легче, чем один. 1991 год. Владимир Большаков награжден дипломом первой степени ВДНХ УССР. 1992 год. Владимиру Большакову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». 1996 год. Удостоен престижной премии Международной инженерной академии имени академика Стародубова. Награжден Международным биографическим центром серебряной медалью почета за выдающиеся достижения в 20 столетии. В 1999 году опубликована биография Большакова в престижном справочнике «Кто есть кто в мире». У меня была именно классическая, научная вот такая, ну, биография. О административной работе я вообще не думал, и я единственное знал, что, конечно, я потихоньку начал делать докторскую диссертацию сразу, как только защитил кандидатскую, у меня была возможность, я начал делать. У меня была уже, меня не отпустили больше из этой отрасли, я остался в строительной отрасли, я работал в строительном институте, у меня одна запись в трудовой книжке, вот я пришел младшим научным сотрудником. Все-таки момент случая был, да? Да, но, конечно, это был момент случая. Вот. Ну, что я должен сказать? Мне как-то всегда везло на учителей. У меня были очень хорошие учителя. Я недаром назвал вот фамилии академика Чекмарева, там, Хитрика, профессор такого знаменитого, Тайца, это печник, знаменитый печник металлургической академии. Вообще металлургический институт, вот мы сейчас даже не воспринимаем это, а в 70-е годы он же был первым в Советском Союзе. И МИСИС, в общем, не мог конкурировать с центром металлургии.
он был всегда на теоретических разработках, московский инженерный металлургия это институт. было наше, Да, министерство да. было А здесь. наше министерство, наши возможности, наши заводы, нас знали на заводах. Мы работали для заводов. И поэтому вот как-то так жизнь вот развивалась логически. Владимир Ильич, ну, как обычно говорят, всех дел в этой жизни не переделать. Да. Но я отдаю себе отчет, насколько насыщен ваш рабочий день профессиональными делами. Я уже не говорю о вашем участии в тех международных европейских обществах, ассоциациях. Я думаю, что для этого необходимо было познать одну из главных жизненных наук – науку самоорганизации. Вот с чего начинает свой день профессор Большаков? С молитвы, с зарядки, с составления плана на день. Вы знаете, вопрос непростой. Почему? Потому что вот я, например, когда был помоложе, у меня рабочий день начинался в 4 часа утра. Я вообще не очень много спал. Я высыпался, и к этому времени я был готов к подвигам. Я готов был читать, писать. Вот когда пишешь докторскую диссертацию, то самое главное, чтобы делать это регулярно и писать хотя бы 20 страниц в день. Вот если ты нашел время и записал 20 страниц соображений, а потом ты целый день ходишь, думаешь, выполняешь какие-то обязанности, там, значит, собираешь взносы, например, общества Красного Креста. Но система уже есть. Но ты уже думаешь над тем, что ты написал, что ты сделал. Иногда даже, вот, просыпаясь в 4 часа утра, я садился на машину, у меня уже была машина своя, ехал куда-то в лагерь металлургического института, там собирал грибы на поле, потом возвращался. Моя любимая жена Ирочка мне готовила суп утром, суп, это грибной такой суп, очень вкусный. Потом я шел, значит, на работу и выполнял уже там всякие обязанности. То есть получается, что у меня не было особого такого времени, но вот те 3-4 часа от сна, которые я захватывал, они были очень полезные, они были очень перспективные для меня. Самые продуктивные, да. И самые продуктивные. Свежая голова, свежие мысли. И ты мог сообразить, и ты мог записать. И потом, главное, когда уже ты немножко уставал, ты брал ручку, садился и начинал переписывать этот текст, который ты написал. И он становился все лучше и лучше. Тут тоже много было всяких правил. Нужна была хорошая белая плотная бумага, мы ее покупали в Москве. Нужна была хорошая ручка. Вообще это вот, написание таких диссертаций, где 400-500 страниц текста, это целая жизнь. Это требует вообще, это немножко от графоманства что-то в этом есть. Или ты любишь это дело и пишешь, или ты не любишь, и тогда написание диссертации становится невозможным делом. И некоторые всю жизнь не могут, много зная и много умея, не могут написать и оформить свои мысли и защитить эту диссертацию. Мука. Вот, да. То есть вот это такое как-то, что касается такого желания. На каком-то этапе, наблюдая своих родителей, наблюдая дядю, я понял, что, вообще говоря, работать в высшем учебном заведении не доктором стыдно. Это значит, что ты что-то не доделываешь, где-то сочкуешь, что-то ты там не так делаешь, как нужно, не до конца выкладываешься. А правило было такое. Каждый день нужно прожить так, как будто бы это день последний в твоей жизни. Если ты сделал то, что ты наметил, если ты сделал то, что ты хотел, то тебя ждет успех. В 2000 году Владимир Большаков получил премию имени академика Будникова Академии строительства Украины, а также был награжден орденом за заслуги 3-й степени указом президента Украины. В том же 2000 году Владимиру присвоено звание почетного инженера России. В 2002 году международным академическим рейтингом популярности качества «Золотая фортуна» награжден Георгиевской медалью за сумлинную службу 4-й степени. 2003 год. Награжден почетной грамотой Верховного Совета Украины за особые заслуги перед украинским народом, а также премией мира. Владимир Ильич, вы нередко бываете за рубежом. Вот я почему-то убежден, что вы волей-неволей в европейских городах, в той же Франции, скажем так, ходите и профессионально оцениваете те или иные исторические постройки. Постройки ультрасовременные, как в Париже, скажем, город в городе, да? Вот во что потом выливается это познание? Ну, вы знаете, скорее всего, это даже идет не от
архитектуры старых европейских столиц. Потому что тут нам равняться сложно, и я только хожу по, скажем, городам, таким как Будапешт, например, по таким как Берлин, как Львов наш, и вижу постройки Там, где австро-венгерские. Конечно, у меня сердце просто, я не знаю, тает. Я вижу, как делали на века, делали для себя, делали, не жалея денег. И все это стоит и будет стоять еще много-много лет. И переживет еще несколько поколений. Что касается опыта французского и английского, скорее я там пытался понять, как можно их технологии обучения перенести к нам, чтобы вот этот опыт строительства, капитального строительства по-настоящему перенести к нам. И мы этим серьезно занимались. Мы занимались этим прежде всего с Институтом прикладных наук в Лионе. Это же удивительное высшее учебное заведение, которое создал Де-Голь. Он его создал в противовес старым французским университетам. И поэтому ему было, когда мы начали с ними сотрудничать, им было 25 лет. Но это было крупнейшее техническое заведение Европы. Они имели прекрасную базу, они имели прекрасные микроскопы, они имели связь с производством, они умели ладить с производством и получать от производства и от научных фирм Франции большие деньги для учебного процесса. Вот это я пытался у них перенять. И не всегда это удавалось, но в общем-то мы 25 лет с ними уже проработали. И как вы видите, у меня розетка ордена «Пальмовая ветвь», это значит, что я офицер этого ордена, это высокий орден, и его затеял еще Наполеон. В свое время вот эта розетка давала дворянство французское. Вот. А мой проректор Борис Николаевич Дикарев, он, значит, шевалье этого ордена. То есть у нас в институте 2 человека награждены правительством Франции за особые заслуги перед образованием. И вот я скажу, что это интересная, может быть, такая особенность. Человек с такой розеткой может не предупреждать министра образования Франции о своем приходе, может не согласовывать с ним время приема. Если я хожу в приемную, меня принимают без очереди, и я могу встретиться с министром образования Франции и решить свои вопросы. Здесь так получается? Здесь сложнее. Владимир Ильич, вот, коль вы затронули эту тему, я вот о чем хотел бы вас спросить. Сегодня многие состоятельные люди стремятся, дабы их дети получили образование за рубежом. Я был уверен в этом и сейчас услышал, достаточно тщательно изучали систему их образования. Вот, на ваш взгляд, действительно, в той же Англии, Франции, Германии, Испании, куда стараются определить своих детей, образование более интересное и более продуктивное? Во-первых, нельзя смешивать все страны в одну кучу. Почему? Потому что, скажем, если бы я говорил о школьном образовании, я бы сказал, что самое лучшее образование дают французские лицеи. И вот степень бака, который дает французский лицей, это очень большое дело. Ведь окончивший французский лицей молодой человек знает высшую математику. Он знает физику уже с элементами высшей математики. То, чего не знает наш школьник. И поэтому наши первые опыты во Франции, они были не очень удачны. Наши дети на первых курсах отставали от французских студентов. Они не могли их догнать. А вот когда мы переваливали к спецкурсам, когда мы переходили 3-й курс и начинали заниматься специальными предметами, вот тут наши украинские ребята давали такой форсаж, что никакие французы за ними угнаться не могли. И нужно сказать, что мне, например, было очень приятно получить однажды, это, правда, не из Франции, а из Канады. Вот там был такой университет города Тендер-Бей. Это север Канады, Северный университет. Там был ректор, мой приятель, Боб Роузгард. Он мне прислал письмо как-то на Новый год. Он написал, что твой студент – лучший студент моего университета. Высшая похвала. Это, да, от ректора услышать. Ректоры не очень хвалят чужие университеты. В 2011 году Владимир Иванович избран почетным профессором Национальной металлургической академии. С 1969 по 2012 годы Владимир Большаков выступил автором и соавтором 1044 научных статей, 60 монографий, учебных пособий и учебников,
192 авторских свидетельств и патентов. Работы его учеников изданы в Украине, Канаде и Франции. Владимир Ильич, на территории, скажем так, вашей академии, это уже стало традицией, но проходят большие юмористические шоу студентов, кивины. Вы поглядываете на них? Ну, когда бываю в городе, Бываете, да, но, к сожалению, в последнее время я бываю довольно редко. Вот сейчас у нас новый этап заключения договоров с иностранными университетами. Я только за последний месяц побывал в Англии, во Франции, и, несмотря на то, что не очень хорошо себя чувствовал, но решил, что нужно немедленно проехаться и заключить новые договора. Мы чудесный договор заключили с Гривенческим университетом, это большой университет под Лондоном. Каждые 3 месяца туда будут ездить 3 наших аспиранта, и они будут меняться. Вот. Таким образом, у нас большое количество аспирантов будет проходить языковую подготовку, страноведческую подготовку, специальную подготовку, причем по моей специальности, по неразрушающим методам контроля. Вот для мостов это очень важно, и мы хотим перенести этот опыт на Днепропетровск. Там тоже нужно диагностировать наши мосты. Они придумали машины, которые просто едут по мосту и тут же снимают всю информацию о состоянии бетона, железобетона, соединений. Это То есть полная информация. Удивительно, да. Комплекс материалов. Конечно, они за эти исследования берут большие деньги. И когда они это делают в Англии для своих, я прикинул, что они берут там где-то по 700 тысяч фунтов за один мост. Мы сейчас договариваемся так, что мы их берем в свои партнеры, мы готовим их студентов, но мы требуем, чтобы они приехали со своим оборудованием и наши мосты обследовали бесплатно. Вот сейчас мы продолжаем эту работу. И все-таки, когда попадаете вот в такую неформальную студенческую среду, вот не возникает мысль скинуть бы годков 12, да опять студенты? Ну, вы знаете, я иногда даже не попадаю в студенческую среду, когда я вижу, какие возможности есть у теперешнего студента моей академии, то меня оторопь берет. Я никогда не мог даже во сне в каком-то там представить, что у нас будет возможность послать студента во Францию, платить ему 1000 евро каждый месяц, давать возможность там работать на первокласснейшем оборудовании. На 3-м курсе мой студент возвращается ко мне, еще не будучи бакалавром, то есть не защитив последней исследовательской работы, он уже привозит с собой кандидатскую диссертацию, сделанную там, на наших образцах. Мы публикуем книгу, и вот у меня уже есть примеры 3 или 4 таких публикаций, она так и называется «Серия бакалавров и магистров». Кто мог представить в советском высшем учебном заведении студента 3-го курса, который приезжает, во-первых, был полгода за рубежом, который знает свободный язык, который вот эту свою работу полугодичную оформил в виде книжечки, причем половина написана на украинском, а половина написана или на английском, или на французском, или там на испанском, или на немецком языке. Такого мы все представить не могли. Он защищает здесь диплом, потом занимается еще год, получает диплом магистра. После этого, как правило, все получают приглашение в иностранные университеты на бесплатное обучение на PhD, то есть на защиту докторской диссертации. И у меня уже 3 человека защитили докторские диссертации. Пример последней защиты искрометный просто. У меня мой аспирант Славик Куксенко в Руане защитил докторскую диссертацию вот несколько месяцев назад по атомным, по материалам для атомных станций. Зная, что нострификация очень сложна, и это практически очень неприятный у нас процесс, у нас эта система на Украине не отработана, я вызвал его сюда, и он защитил у меня еще раз здесь уже мою диссертацию. Теперь у нас имеет человек в 27 лет, имеет 2 диссертации. Одна диссертация дает ему возможность работать у нас и готовить докторскую диссертацию у нас в стране, а вторая диссертация позволяет ему работать профессором в любом высшем учебном заведении Европы. Ну, что я хочу сказать, разве могли мы? Я в 27 только защитил кандидатскую диссертацию, я еще никакой докторской не думал, я не мог представить, что я смогу где-то свободно поработать. И где сейчас этот Славик? Он приехал сюда и говорит мне: Владимир Иванович, а что же мы будем делать дальше? У меня же нет стажа, я не могу даже доцентом у вас работать. Я могу работать только ассистентом, это зарплата 1500–2000 гривен, а там мне платят 4000 евро, обеспечивая жилье, машину, бензин, это сверху фирма обеспечивает.
И что вы сделали? Я его отправил еще на год в Швейцарию. Я сказал, мы тебя избираем доцентом, ты едешь по нашему направлению в Швейцарию, вернешься, будем готовить докторскую диссертацию и защищать ее. То есть мы не только не прекратили подготовку кадров, не имея оборудования, а мы ее ускоряем, и мы ее интенсифицируем, и у нас есть специалисты. Если бы нам удалось купить оборудование, как в России, то мы бы были сейчас первыми в мире. Куда там всем остальным? У нас специалисты мирового класса. Кстати говоря, вот было именно потому, что Россия вот так продвинулась вперед, мы сейчас заключили очень интересный договор с Владимирским университетом по нанотехнологиям. Они делают трубки, это фуллереновые трубки, это нанотехнологические такие объекты. Вот. А мы добавляем их в наши материалы типа бетонов. Этим резко повышаем подвижность молекул, атомов и вообще взаимодействие химическое материалов, и поэтому у нас материалы более эффективно используются. И вот сейчас мы заключаем такой договор, будут готовиться соответствующие совместные диссертации. Почему мы с ними заключаем? Потому что у них есть оборудование, у них на несколько миллиардов закуплено оборудование, а работать некому, а у нас есть специалисты. В общем, я понял так, что если не сам, то есть продолжение. Да, совершенно Владимир Ильич, верно. я вам искренне благодарен за искренний, откровенный разговор. Спасибо большое. Спасибо. И вам спасибо.